Всем привет, друзья! Очень часто на страничке моей группы ВКонтакте, а также непосредственно на страницах видео по гарантии часто задают вопросы о том, что же может скрипеть в части задней подвески. То есть людей мучает скрип на неровностях, и там они залезают в подвеску, проверяют, там в принципе сайлент и все в порядке, но при этом скрипы снова продолжаются и доставляют некоторые неудобства в плане комфорта при езде по неровной дороге. Сегодня я вам давайте расскажу о том, что же все-таки скрипит. Я делал небольшое видео для своего второго не профильного канала, и там попросили меня сделать видео на основной канал, что собственно я сейчас и делаю. Нам необходимо будет подойти к заднему колесу с обеих сторон и непосредственно вот здесь, вот сейчас я попробую подсветить фонариком. Вот видны тросики. С этой стороны как-то мне не очень так вот удобно взять ракурс. Давайте попробуем с другой. В общем, неприятный скрип издают тросики ручника. Вот, я сейчас на него свечу. Вот. Видите, вот эти вот мигает цвет, это крюки. Вот они. Это крюк и тросик. Как вы можете видеть, тросик у меня уже с крюков снят. Вам необходимо сделать то же самое. Тем самым вы избавитесь от скрипов в части задней подвески на неровной дороге. Никаких последствий вытаскивание не несет из крюков. То есть, как вы можете видеть, у меня тросики не провисли. Они висят практически на уровне этих самых крюков, но они не будут тереть о кузов, тем самым не будут издавать неприятных столь для вас скрипящих звуков, и вы будете ездить не напрягаясь, так скажем. То есть вот в самом деле все очень просто, это делается буквально за 30 секунд. Вы подходите к задним колесам, сдергиваете эти тросики с крюков и наслаждаетесь тишиной во время поездок. На этом у меня сегодня для вас все. Ставьте большие пальцы вверх. Если вам видео было полезно, также проходите по ссылкам из описания к этому видео на мои другие каналы, как раз там, где я выкладывал небольшой ролик про решение вопроса скрипа. А также у меня есть еще второй канал, на котором я не так давно начал тестировать всякие штучки из китайских интернет-магазинов и делаю о них небольшие обзоры, ревью, так скажем, и отзывы. То есть стоит ли покупать такие вещи или не стоит. Здесь вам будет интересно, так что проходите, смотрите. И на этом спасибо за внимание. До встречи.